В этом видео мы рассмотрим кисти и рисование, чтобы добавить Hard Surface детали. Я буду работать над набором текстур Body. И я создам новый слой для рисования здесь, в стеке слоев. Я могу сделать это, щелкнув значок кисти. И вы можете видеть здесь, что я создал слой для рисования, и я разместил его здесь, прямо под Dirt. Я назову этот слой Hard Surface. Теперь, когда у меня есть слой для рисования, я могу рисовать прямо по 3D-модели. Прежде чем мы перейдем к созданию Hard Surface деталей, я хочу немного поговорить о системе кистей здесь, в Substance Painter. Если я сделаю правый клик мыши, вы увидите, что я получаю эту панель свойств. И это будет та же панель свойств, которую мы видим здесь. Теперь система кистей будет состоять из штриха и материала. Теперь, если мы посмотрим на штрих, вы увидите, что у нас есть несколько параметров, например, Size Flow, Stroke Opacity, Angle, а также элементы управления вариацией некоторых параметров, таких как Size и Position. Теперь, если мы посмотрим на Shelf, у нас есть эта категория Brushes. И у нас есть все эти кисти здесь. И это, по сути, предустановки для настройки параметров кисти. Так, например, если я перейду сюда, к Dirt 2, и сделаю левый клик здесь, я могу включить этот параметр. Теперь вы заметите, что мой Size и Angle Jitter изменились, а также изменились некоторые другие свойства кисти, чтобы соответствовать этой предустановке Dirt. Здесь, в окне предварительного просмотра, я могу начать рисовать, чтобы предварительно просмотреть, как эти параметры будут выглядеть. Теперь этот конкретный пресет использует альфу. Альфа — это текстура в оттенках серого, которая позволяет мне настроить кончик кисти. В этом случае я использую Alpha Dirt 02, чтобы создать этот эффект грязи. Теперь здесь, в Shelf, если я перейду к Alphas, вы увидите, что мы поставляем все эти альфа-текстуры, которые мы можем использовать для создания индивидуальных кистей. Например, если я возьму этот Brush Smudge, я могу сделать левый клик и перетащить его сюда в альфу, чтобы создать другой эффект. Итак, вы видите, что я получаю другую кисть. Теперь у нас есть эта настройка. Если я перейду к 3D-виду и начну рисовать, вы увидите, что я рисую с этой информацией. И как я уже сказал, я рисую прямо по 3D-модели. Нажму Ctrl+Z, чтобы отменить это. Щелкну правой кнопкой мыши, чтобы вернуться к настройкам кисти. У нас также есть этот материал. Материал является еще одним аналогом создания кисти в Substance Painter. И здесь вы можете увидеть, что все каналы моего набора текстур включены по умолчанию. И я могу включать и отключать эти каналы по мере необходимости. В этом случае, если я снова перейду к Shelf, я перейду к пресетам материалов, и давайте воспользуемся этим пресетом для латуни. Левый клик здесь. И мы видим, что здесь загружается пресет для материала, просто настраивая некоторые атрибуты, такие как Base Color, Roughness и Metal. Теперь, если я вернусь к 3D-виду и начну рисовать, вы увидите. Я рисую этой модифицированной кистью и альфа-каналом, а также этим предустановленным материалом. И это позволяет мне здесь создать свою систему кистей, которую я буду использовать. Если я сделаю правый клик здесь, и если мне нравится эта комбинация, я могу сделать еще правый клик по данной панели Properties, чтобы либо создать предустановку материала, либо создать предустановку кисти. Или создать тул, который представляет собой комбинацию кисти и материала. Например, предустановка кисти будет представлять параметры кисти, а также альфа-канал. Материал — это просто параметры материала, а тул будет кисть и материал, объединенные вместе. Хорошо, позвольте мне вернуться. Я отменю это. И теперь мы можем приступить к настройке кисти, которую мы будем использовать, чтобы нарисовать эти Hard Surface детали. Для начала я перейду к Brushes, и я начну с этой кисти Basic Soft, для того, чтобы привести настройки в состояние по умолчанию. И теперь мне нужно отредактировать материал. Итак, здесь в Properties я перейду к Material. И я хочу включить канал Normal. Быстрый способ сделать это, удерживая клавишу Alt, щелкнуть левой кнопкой мыши по каналу, и вы увидите, что это быстро отключает все другие каналы. И теперь у нас есть только наша Normal информация. Перейду к Shelf в раздел Hard Surface. Здесь у нас есть много текстур Normal, которые мы можем быстро применять и создавать Hard Surface детали на модели. Наберу в поиске Vent. Я буду использовать этот второй вариант, это Vent Capsule Horizontal. Щелкну левой кнопкой мыши и перетащу ее сюда, на вход Normal. Теперь, как напоминание, мы всегда можем использовать мини-шелф и найти текстуру, которую мы хотим. Предварительный просмотр материала дает мне хорошее представление о том, как это будет выглядеть, когда я нарисую это на модели.
Теперь я хочу рассмотреть некоторые из свойств кисти. И вы можете видеть здесь, что размер довольно мал. Мы можем настроить размер с помощью ползунка. Однако более удобный способ сделать это – использовать сочетание клавиш. Если я зажму клавишу Ctrl, правую кнопку мыши, и буду перемещать влево и вправо, я смогу интерактивно управлять размером моей кисти. Чтобы отрегулировать поворот, я могу зажать клавишу Ctrl. Сделав левый клик, перемещать вверх и вниз. И это будет регулировать угол, как вы видите здесь, на панели свойств. Итак, мы можем внести эти корректировки. Еще одна вещь, которую вы заметите здесь, с этим штампом, это то, что у нас есть небольшой спад вверху и внизу. И это эффект, который мне не нужен. Это происходит по линии альфы. Вы можете видеть это, потому что я использовал кисть, эту Basic Soft. И там есть эта мягкая Alpha Shape. В этом случае я хочу использовать форму Hard Surface. Так что в этом случае я могу просто удалить альфу. Помните, вы можете думать об альфе как о кончике кисти. В моем случае я хочу рисовать с очень специфической текстурой. Так что я перейду к альфа. И нажму эту кнопку X, чтобы удалить ее. Теперь вы можете видеть, что я буду работать с полной текстурой. Верхние и нижние части кисти не будут исчезать. Теперь, если я сделаю левый клик, вы увидите, что я могу нарисовать это значение. Но у меня есть еще одна небольшая проблема – я использую перо Wacom. Оно чувствительно к давлению. Нажму Ctrl-Z, чтобы отменить этот штрих. Вернусь к свойствам кисти. И здесь я могу отключить давление пера. Я собираюсь выключить это в этом случае, потому что я хочу использовать это как полную печать. Я хочу использовать всю текстуру. Теперь я наложу эту текстуру на 3D-модель, и вы можете видеть, что у нас есть эта красивая Hard Surface деталь. В этом случае я собираюсь нажать Ctrl-Z. И я хочу повторно настроить этот актив, поэтому я уменьшу масштаб кисти, а затем сделаю поворот. И я хотел бы добавить эту фигуру симметрично на 3D-модели. Для этого я могу положиться на опцию симметрии. Здесь, в верхней части 3D-вида, вы можете нажать эту кнопку Symmetry, чтобы включить симметрию. И здесь у нас есть эта красная линия, которая указывает на линию симметрии. Теперь вы заметите, что когда я двигаю кистью, здесь у нас есть эта маленькая красная точка, которая указывает на симметричную версию этого штриха. Здесь, в верхней части панели инструментов, я могу взглянуть на параметры симметрии. Вы заметите, что у меня включено Mirror X, а это именно то, что мне нужно. Этот актив был установлен в начале координат. Если я работаю с асимметричной моделью, я могу включить манипулятор. Манипулятор позволяет мне менять уровень симметрии. Например, здесь вы можете видеть, что если бы эта модель была смещена, я мог бы настроить линию симметрии, чтобы компенсировать это. В этом случае, как я уже сказал, я знаю, что она в нулевых координатах. Так что я собираюсь установить здесь значение 0. Я также собираюсь перейти сюда и отключить манипулятор. А теперь я пройду и сделаю штрих. Вы можете видеть, что я совмещаю размер кисти и вращения. И теперь я сделаю левый клик. И мы добавили эту Hard Surface деталь. Здесь, в этой средней части. Давайте начнем добавлять дополнительные детали. Перейду сюда к Hard Surface. И в этом случае я собираюсь найти здесь Edge. Начну набирать Edge. Я использую этот Edge 02. Еще раз сделаю правый клик. Я хочу перейти сюда к настройке материала, потому что мы используем эту Normal текстуру, поэтому я перетащу ее сюда, во вход Normal. И у меня уже включена симметрия, поэтому я оставлю это с теми же настройками. А потом я просто поверну. Вот эта кисть, а затем я уменьшу ее и переставлю. И я проштампую это прямо в этом месте. Теперь я сделаю то же самое прямо под ним. Мне нужно снова повернуть кисть, я использую клавишу Ctrl. Левую кнопку мыши вверх и вниз, чтобы быстро повернуть. Затем проштампую эту деталь. Внизу, в этом месте. Мы добавили некоторые дополнительные детали. Теперь я перепрыгну сюда, к Shelf. И в этом случае я хочу найти Vent 07. Я буду использовать эту Normal текстуру. Я еще раз сделаю правый клик. Перетащу Vent 07 во вход Normal. Теперь я собираюсь сфокусироваться здесь, в этой области внизу. Я поверну кисть, чтобы установить ее в нужное положение. Отрегулирую масштаб и положение, чтобы деталь была там, где я хочу. А потом я размещу детали здесь. Вы можете видеть, что благодаря симметрии это работает. С обеих сторон модели. Давайте повернемся к спине. И я снова изменю положение, вращение и масштаб моей кисти. А потом я нанесу эту деталь здесь, в этом месте. Давайте посмотрим на другую сторону, и вы увидите, что благодаря симметрии она нанесена. Так что это работает.
Теперь я использую ту же деталь, я собираюсь разместить ее здесь. Позвольте мне изменить масштаб кисти. Я снова использую Ctrl, правую кнопку мыши влево и вправо, чтобы отрегулировать размер кисти. А затем я сделаю левый клик, чтобы создать эту деталь. Сейчас я использую эту деталь в последний раз. Я поверну кисть. Установлю положение, масштаб и вращение. А затем создам эту деталь здесь. Вы можете видеть, что с помощью нескольких быстрых операций мы добавили дополнительные Hard Surface детали. Теперь я бы хотел добавить панель в верхней части. Снова собираюсь перейти сюда к Shelf. Давайте очистим наш фильтр. И я хочу найти Circle. И здесь вы можете видеть, что у нас есть этот Bevel Circle. Я хочу использовать это. Так что сделаю правый клик, левый клик, перетащу и помещу эту Normal текстуру сюда во вход канала Normal. Эти текстуры, с которыми я работаю, также являются процедурными. Поэтому у нас есть некоторые параметры. В этом случае есть параметр для толщины скоса. И я собираюсь изменить это. Я веду 0,5 и нажму Enter. И теперь я только что изменил эту позицию. В этом случае я не хочу использовать опцию симметрии, поэтому я могу перейти сюда к верхней части 3D вида и отключить симметрию. Я хочу разместить этот круг как панель здесь, наверху. Простой способ сделать это — зажать клавишу Alt и, сделав левый клик, я могу вращаться по орбите. Но если я сейчас зажму клавишу Shift, я могу привязаться к виду. Теперь вы можете видеть, что я смотрю на это сверху вниз, удерживая клавишу Ctrl и правую клавишу мыши. Двигаюсь вправо, чтобы увеличить эту Normal текстуру, которую я собираюсь нанести, и это будет представлять собой что-то вроде этой круглой панели наверху. Я сделаю левый клик, чтобы нанести ее в это месте. Итак, теперь у нас есть круглая панель. И это дает нам небольшую хорошую деталь. Теперь давайте добавим линию панели. В этом случае я перейду к Shelf и найду Line. Я использую эту Bevel Line. Она хороша для добавления этих линий панели. Еще раз сделаю левый клик. Я сосредоточусь здесь, на материале. Щелкну левой кнопкой мыши, перетащу текстуру в канал Normal. Здесь есть процедурные параметры, с которыми мы можем работать. Я хочу изменить этот Bevel Thickness. Я веду 0,5 и нажму Enter. Теперь я могу отмасштабировать и повернуть кисть в нужное положение. А затем нанесу эту деталь. Вы можете видеть, что я выставил ее, а затем сделал левый клик, чтобы нанести эту деталь. Substance Painter рисует в трехмерном пространстве. Вы заметите, что когда я начинаю двигать кистью, кончик кисти выравнивается по касательной к сетке. Это позволяет мне рисовать в трехмерном пространстве, не беспокоясь о том, что текстура смазана. Только базовая проекция камеры. И именно поэтому я могу рисовать такие детали, не получая никаких искажений здесь, в моем 3D виде. Мы также можем рисовать в 2D виде, и иногда это дает нам лучший вариант. Нажму Ctrl-Z, чтобы отменить это. Здесь, в верхней части панели инструментов, я перейду к опции, которая позволяет мне разделить вид на 3D и 2D. Вы можете видеть, что горячая клавиша F1. И теперь я могу посмотреть на 2D вид. И я могу перемещаться по нему, очень похоже на то, как я перемещаюсь в 3D виде. Удерживая клавишу Alt и среднюю кнопку мыши, я могу панорамировать. Alt и правая кнопка мыши я могу увеличивать. И в этом случае я хочу иметь возможность разместить эту линию панели здесь, поэтому я поверну кисть. Немного увеличу. Здесь я получаю немного больше понимания о том, как я хочу разместить эту линию панели. Теперь я сделаю левый клик. И вот мы получаем результат. Итак, теперь мы получаем красивую линию панелей. На самом деле это немного не по центру, поэтому позвольте мне переместить эту линию. Теперь перейду к виду только 3D. Всего за несколько простых шагов мы добавили много дополнительных Hard Surface детализации для нашей модели без необходимости моделировать это в 3D-программе. Мы можем сделать это прямо здесь, в Substance Painter. Теперь я хочу добавить несколько шурупов. Я перейду к Shelf. И давайте поищем скру. Hex, Round. И я использую эту текстуру. Сделаю правый клик. Чтобы получить доступ к материалу, левый клик и перетащу этот винт сюда. Я снова хочу использовать симметрию, поэтому перейду сюда в верхнюю часть панели инструментов. И включу симметрию. Я уменьшу масштаб кисти. И нанесу некоторые из этих деталей. Действительно здорово использовать эти Hard Surface текстуры здесь, в Painter, чтобы быстро добавить детали на этапе дизайна. Теперь в этой секции, на этой круглой панели, я использую режим, называемый радиальная симметрия.
Итак, если я перейду к параметрам симметрии, я смогу включить Radial Symmetry. И теперь мне нужно выбрать ось, поэтому я выберу ось Mirror Y. Здесь эта маленькая точка указывает на происхождение моей радиальной симметрии. Я также могу включить отображение оси, и здесь мы можем видеть происхождение, а также симметричные экземпляры здесь для этого болта. Я собираюсь вернуться к опции симметрии и переключить этот каунт на 4. И теперь я могу расположить свою кисть. И вы можете видеть здесь, потому что мы используем радиальную симметрию. Мы получим экземпляры штриха. Выравнивание вокруг этой круглой панели. Я нанесу сюда болт. Радиальная симметрия добавляет остальные 3 экземпляра. Теперь у нас есть несколько Hard Surface деталей, добавленных к модели, чтобы придать ей дополнительную сложность. Теперь я хотел бы еще больше улучшить эти детали, добавив немного большей глубины и объема. И я могу сделать это, добавив фильтр Ambient Occlusion. Но сначала нам нужно добавить дополнительный канал Ambient Occlusion в наш набор текстур. Итак, у меня снова выбран набор текстур Body. Я собираюсь перейти к Texture Set Settings. Если мы посмотрим, то у нас есть базовые каналы. И это основные каналы, с которыми мы работали на протяжении всего курса. Теперь я могу добавить дополнительный канал, перейдя сюда и нажав эту кнопку с плюсом. Здесь вы увидите, что на самом верху у меня есть Ambient Occlusion. Она немного обрезана здесь, в записи экрана. Сделаю левый клик, чтобы добавить этот канал. Итак, здесь вы можете видеть, что у нас есть новый канал Ambient Occlusion, с которым мы можем работать. Теперь я перейду сюда к слоям. Каждый раз, когда мы работаем со слоем или слоем заливки, например, если я выбираю свой слой, я собираюсь щелкнуть правой кнопкой мыши. Вы можете увидеть с моим материалом. Теперь у меня есть возможность работать с данными окружающей окклюзии. Теперь я собираюсь перейти сюда к Shelf и зайти в Filters. И у нас есть фильтр, который расположен здесь. И это Material FX Filter. Для создания окружающей окклюзии это очень качественный усилитель эффекта окклюзии. И это обеспечит некоторую глубину и затенение в углах Hard Surface деталей, и, как я уже сказал, это принесет немного больше объема этим деталям. Чтобы применить этот фильтр, щелкну левой кнопкой мыши и перетащу его сюда, в стек слоев. Другой способ работать с этим. Нужно выделить слой. Я могу подойти сюда к Add Effect, выбрать Add Filter. Теперь видно, что я применил фильтр к самому слою. Здесь, в свойствах, если я нажму кнопку Filter, я могу найти фильтр Ambient Occlusion. Сделаю левый клик, чтобы применить его. Теперь, если мы посмотрим свойства, которые видите здесь, есть Channel Source. И по умолчанию установлено Height. В нашем случае мы создаем детали в канале Normal. Мы использовали здесь в Hard Surface эти текстуры Normal для создания этих Hard Surface деталей, созданные в Normal канале. Поэтому нам нужно установить здесь источник канала на Normal. И когда я это сделаю, вы увидите, что мы уже начинаем получать часть этой тени. Вот как это выглядит с отключенным эффектом Ambient Occlusion. И вот как выглядит с включенным. Вы можете видеть, что это слабый эффект, но он придает, как я уже сказал, немного больше глубины и объема этим Hard Surface, которые мы создавали. Круто то, что при добавлении фильтра к слоям, таким как наш слой для рисования Hard Surface, это то, что каждый раз, когда я захожу в слой и беру совершенно другую деталь, я возьму одну здесь, а потом нанесу эту деталь. Это Ambient Occlusion генерируется автоматически. Если я отключу эффект, то вот что у нас было раньше. И вот что мы имеем после. Как я сказал, слабый эффект, но он дает нам немного дополнительной глубины, которую мы ищем. Я отменю последний штрих. И если мы вернемся к фильтру, у нас есть варианты для увеличения таких вещей, как Height Depth. Вы можете видеть здесь, что мы можем усилить общий эффект. Мы можем настроить Radius. Поэтому, если мы хотим немного сузить его, мы можем сделать это, настроив Height Depth и Radius. У нас также есть Blur Intensity. Я собираюсь закончить это видео. Потратьте некоторое время на изучение Hard Surface. Возможно, добавьте здесь некоторые новые дополнительные детали к вашей модели, и когда вы будете готовы, присоединяйтесь ко мне в следующем видео.